Глава 96. Ошибка. Во время занятий по контролю полета талисмана Хань Ли обнаружил, что при использовании техники телекинеза талисман превращается в серую полоску света. Хотя она была несравненно острой, есть несколько серьезных ограничений в полном использовании, хотя она и может резать почти все и нападать по своей воле. Прежде всего, на эти серые полосы уходило слишком много магической силы, так как Хань Ли культивируется на 8-м уровне стиля Вечной Весны, он мог постоянно использовать технику огненного шара хоть 100 раз. Однако, при контроле серого света, его магическая сила могла выдержать только короткую четверть часа, прежде чем она была полностью исчерпана. В настоящее время он вспомнил, что ранее монах Золотой Свет не сразу же использовал серую полосу. Его магическая сила была слишком ограничена и могла контролировать талисман только жалкое количество времени. Это объясняет, почему он оказал такое слабое сопротивление, когда Хань Ли захватил серую полосу. А карлик, наверное, затратил даже больше, чем половину своей магической силы на контроль серой полосы. Кроме того, магическая сила Хань Ли была изначально гораздо больше, чем у карлика. При состязании в магической силе с карликом это было естественно для карлика оказаться полностью побежденным. Кроме того, еще одна проблема с серой полоской была в том, что ее диапазон нападения был довольно ограниченным. Серая полоса может быть легко управляема в радиусе 20 джанов. За пределами этого диапазона ее управление станет тяжелым и слабым. Иногда она теряет контроль. При полете вне диапазона 30 джанов серая полоса полностью вернется к своей истинной форме талисмана и упадет на землю. Касаемо этих двух недостатков, Хань Ли считал, что после того, как его магическая сила возрастет, эти проблемы будут постепенно решены. Однако оставалась одна последняя проблема — роковая ошибка талисмана. После использования талисмана несколько раз, Хань Ли стало известно, что холодный свет, излучаемый маленьким серым мечом, слабел все больше, чем чаще он его использовал. Казалось, что его продолжительность постепенно уменьшается. Другими словами, этот талисман имел ограниченное количество использований. Когда количество раз, которое он может быть использован, перейдет грань, он будет полностью истощен и исчезнет. Когда Хань Ли немного научился контролировать этот серый свет, он сразу же прекратил занятия. Ведь он хотел иметь возможность использовать этот талисман в критический момент опасных ситуаций. Возможно, в дальнейшем кризисе эта вещь могла бы спасти его жалкую жизнь. Таким же образом, Хань Ли считал, что у золотого талисмана, который мог превращаться в золотой барьер, тоже было аналогичное ограничение. Однако, на данный момент, он не знал заклинания, чтобы использовать его. Он мог только убрать его и подготовить его для использования в будущем. После того, как Хань Ли отдохнул, он начал изучать треугольный командный медальон и руководство клана Цинь. К сожалению, он так ничего и не получил от этих объектов. 5 дней прошли таким образом. В тот момент, когда Хань Ли убрал табличку с надписью, что он не хотел видеть других, внезапно Ли Фэй ворвался как ветер. Когда он увидел Хань Ли, он рассказал ему слух о его превращении в демона. Эти слухи заставили Хань Ли молчать, не зная, смеяться или плакать. Он мог только ожесточить лицо и показать Ли Фэю печальный вид. Ли Фэю явно насмехался над ним. Ли Фэю, наконец, остановился, расхохотался и медленно, сдержанно улыбнулся. Он сказал Хань Ли торжественным голосом: «Ты должен быть в состоянии догадаться, почему я приехал сюда. Это не потому, что многие старейшины секты не чувствуют себя вольготно со мной и послали тебя разведать мое положение». Тупо ответил Хань Ли с безразличием. «Хе-хе. Откуда ты знаешь?» Как будто обремененный большим доверием старейшин Ли Фэй выдохнул. «Тем не менее, ты, мой близкий друг, считаешь, что я планирую отчитываться перед теми людьми? Для того, чтобы подкупить меня, они уже обещали меня повысить с должности начальника отдела в отдел внешнего клинка». Ли Фэй сразу злорадно вновь улыбнулся. Хань Ли нахмурил брови. Подумав об этом, он нежно сказал: «Кажется, великий лидер секты Ван
и вышерассмотренные старейшины в непростом положении. Давайте проясним этот вопрос, иначе они не смогут почувствовать облегчение. Тогда это будет так. Вернись и скажи лидеру секты Ван, что завтра в полдень я лично прибуду на место встречи Солнца, чтобы увидеть его. Пусть он знает, что ему не нужно быть в беспокойстве, сказал с улыбкой Хань. Хорошо. Эти слова я могу передать, Ли Фэю пожал плечами с уклончивым ответом. После этого Хань Ли и Ли Фэю увлеченно разговаривали какое-то время. Он даже зашел так далеко, что Хань Ли показал Ли Фэю технику огненного шара, широко открывая перспективу Ли Фэю и оставив его в состоянии зависти на всю остальную часть дня. Это продолжалось недолго, потом Ли Фэю откланялся и покинул долину, чтобы доложить Ван Цзюэчу. Хань Ли стоял в дверях комнаты и смотрел на уходящего Ли Фэю, надолго задумавшись. Он вдруг загадочно улыбнулся и вошел в комнату, закрыв за собой дверь. На следующее утро, когда небо становилось все светлее, Хань Ли поднялся на место встречи Солнца в атмосфере строжайшей секретности. Он продолжал двигаться незаметно, пока он не вошел в комнату лидера секты Ван. Когда Ван Цзюэчу проснулся, он увидел силуэт человека, стоящего рядом с его кроватью. Его цвет лица стал неприятным, но ему удалось выдавить из себя натянутую улыбку. Несколько неестественно он спросил: «Доктор Хань Ли, зачем вы пришли? Надеюсь, вы простите меня, что не приветствую вас. Но разве мы не договаривались встретиться в полдень? Почему ваше преподобие изволило прийти так рано?» Хань Ли холодно взглянул на лидера секты Ван. Этот взгляд заставил все волоски на теле Ван Цзюэчу встать дыбом. Лицо лидера секты Вана было таким, как если бы он страдал от боли от порезов ножом. Увидев, что Ван Цзюэчу выглядел испуганным, Хань Ли не мог не быть втайне довольным собой. Он посмотрел на Ван Цзюэчу после выполнения техники Глаза Бога, делая себе определенные выводы. Несколько дней назад его исследования открыли новое применение техники Глаза Бога. Он мог использовать Глаза Бога, чтобы наводить страхом дух простых смертных. Нет никаких оснований. Я просто чувствовал, что если бы я пришел раньше, все бы более прояснилось. Таким образом, не осталось бы неприятностей на стороне, ни малейшей эмоции нельзя было различить на лице Хань Ли, хотя его тон показался несколько злонамеренным. Глава 97. Сделка наотмашь. Как только лидер секты Ван услышал это, он не смог сдержать бешеного биения сердца. Вчера он и другие старейшины получили сообщение Хань Ли от Ли Фэю, что он придет к месту встречи Солнца в полдень. Некоторые из этих людей сразу почувствовали, что Хань Ли был слишком опасен, и хотели во время заседания принять меры и воспользоваться возможностью убить Хань Ли. Однако это предложение понесло большие возражения из другой группы. Они признали, что такие действия были слишком опасны, и что они, скорее всего, понесут тяжелое наказание, если им это не удастся. За ночь было придумано и опровержено множество слухов. На самом деле, все эти люди были хорошо осведомлены, что обвинение, что Хань Ли был слишком опасен, это всего лишь отговорка. Там были некоторые люди, которые завидовали его технике культивации и планировали заговор против него с целью получения выгод от доктора Хань Ли. Возможно, даже те, кто были против обвинения, обладали подобными намерениями. Это было ясно, что они будут использовать более мягкие и более скрытые методы по сравнению с людьми, которые сходу вступили в сговор против Хань Ли. В присутствии лидера секты Ван обе эти группы разругались в гневе и волнении. Наконец, когда уцелевший боец, сероодетый человек, увидел, что конфликту не видно конца, спустившись, он холодно сказал несколько слов, чтобы сразу всех успокоить. «Может быть, вы не боитесь и того, что его старейшины придут за ним после того, как вы его убьете?» Слова человека в сером были как ушат холодной воды, моментально отрезвляющей горячие головы старейшин. Это верно. Хань Ли очень молод, но он уже показал себя. Наверняка за ним стоит бессмертный старейшина. Даже если мы скроем характер его смерти, когда его старейшины придут, не умрут ли здесь все трагической смертью? Когда они поняли, что убийство доктора Хань было бы равносильно убийству себя,
те, кто изначально ратовал за попытку отравить Хань Ли, полностью изменили свое мнение. Однако один или двое из них все еще были ослеплены жадностью и стояли на своем, хотя теперь они предложили более умеренные методы для того, чтобы разобраться с Хань Ли. Лидер секты Ван слышал, как Хань Ли говорил глубокомысленные слова. Он чувствовал себя несколько виноватым и считал, что Хань Ли обладал большой магической силой. Поскольку Ван Цзюэчу не знал, как Хань Ли узнал подробности спора, который произошел за день до этого, он стал еще более осторожным. Однако Ван Цзюэчу был лидером секты на протяжении многих лет, поэтому его опыт и проницательность были необыкновенными. Он быстро оторвался от воздействия техники глаза Бога и вернулся в нормальное состояние. «Бог медицины Хань Ли, почему вы говорите эти слова? Вся эта секта не может поблагодарить вашу почтенность достаточно». После Ван Цзюэчу пытался анализировать ситуацию, он решил понять смысл слов Хань Ли. Тогда почему я слышал, что были люди, которые хотели причинить мне вред? Хань Ли заявил скучающим голосом, мрачно посмеиваясь. Когда лидер секты Ван услышал это, он был поначалу напуган, но после того, как не нашел признаков гнева Хань Ли, вскоре немного успокоился. Так как Хань Ли не говорил злым тоном и пришел к нему сам, возможно, он просто слышал пару слухов, не зная конкретных деталей. Казалось, что Ван Цзюэчу еще имел некоторую свободу действий, чтобы восстановить отношения между Хань Ли и сектой Семи Тайн. Бог медицины Хань Ли, возможно, не понял. Вчера несколько дегенератов действительно оказались в секте в попытке забыть поблажки и нарушить справедливость. Однако, пожалуйста, успокойтесь. Эти люди уже давно захвачены и находятся под строгим наблюдением. Большая часть секты, тем не менее, благодарна вам, доктор Хан. Мы абсолютно не предпринимали действий, которые могли бы причинить вред нашим друзьям и пользу нашим врагам. Задумавшись на мгновение, Ван Цзюэчу сказал эти слова с благоговением праведности. Услышав это, Хань Ли мрачно рассмеялся в душе. С тех пор, как он показал свою силу и помог секте Семи Тайн в этом бедствии, он напоминал себе быть осторожным пословицами «птицы улетели, лук убран» и «уничтожить мост после пересечения реки». Он не верил, что другие, получив добро, будут благодарными по отношению к нему, ведь сердце людей действительно трудно понять. Он смирился со словами, что однажды сказал великий человек: «Пока есть преимущество, забывать обещания так же распространено, как и питье обычной воды». Это тоже было одной из причин, почему он отказался встретиться с заговорщиками после того, как Хань Ли вернулся в долину. Он намеренно оставил этих старейшин охладить свои головы, в противном случае факел жадности полностью бы их сжег. Хотя он сказал Ли Фэю доставить сообщение, что он встретится со старейшинами, Хань Ли не планировал встретиться с ними по договоренности. Хотя его сила была значительно выше, чем рядового специалиста от Цзянху, у старейшин еще было в арсенале несколько позорных методов, даже слишком много методов, способных убить его. В результате он намеренно приехал пораньше ради своей безопасности, украдкой встретившись с лидером секты Ван наедине. Только теперь он просто немного испугал Ван Цзюэчу. Этот лидер секты Ван показал всем, что он изначально хотел скрыть. Казалось, что эти старейшины секты Семи Тайн действительно думали над этими вопросами и хотел выступить против него. Впрочем, это не беда. Независимо от того, действительно ли другая сторона хотела выступать против него или просто размышляя об этом, они не вызывают никакого гнева у него. К тому времени, как он закончит свое дело с фигурой номер 1 в секте Семи Тайн, он бы уже давно далеко ушел. Таким образом, он больше не хотел иметь никаких отношений с ними. Посмотрев на Ван Цзюэчу на мгновение, он загадочно сказал: «Я не буду больше говорить глупости. Я не буду ничего скрывать от вас, лидер секты Ван. После этой встречи между нами я отступлю от этого места и отправлюсь в путешествие в далекие земли. Очень вероятно, что я не вернусь в горы Небесной Радуги. Прежде чем я уйду, я хотел бы заключить сделку с лидером секты, которая будет выгодна обеим сторонам». Сделку? Услышав, что Хань Ли уходит, лидер секты Ван был ошеломлен.
Однако, услышав, что он хотел заключить сделку с ним, он был еще более растерян. Что я могу сделать для бога медицины Хань? Он не мог сдержать возмущение. Когда наступил полдень, Хань Ли не явился в зале места встречи Солнца, как предполагалось изначально. Вместо этого лидер секты Ван прибыл на место встречи один, дрожа от волнения. Лидер секты Ван провозгласил на месте, что они не должны ждать Хань Ли, что Хань Ли уже покинул горы Небесной Радуги. Он не знал, куда он пошел, но он догадался, что Хань Ли отступил в провинцию Цзин и даже государство Юэ. В результате все беды исчезли. Когда присутствующие услышали эти слова, они все широко открыли глаза и смотрели друг на друга в шоке. Весь зал был в абсолютной тишине. Он больше не здесь. Тогда наши планы превратились в нефуфло. Почему он ушел? Беспомощные мысли циркулировали в головах этих людей. Глава 98. Возвращение в деревню. Вскоре после того, как Хань Ли покинул Небесные горы Радуги, лидер секты Ван объявил, что он решил принять Ли Фэю в качестве своего преемника и повысил его с заместителя начальника отдела до начальника отдела внешнего лезвия. С тех пор Ван Цзюэчу оказал огромное количество заботы и доверия к нему. Кроме того, дядя Хань Ли сделал неосторожный промах и нарушил правила секты в будущем через несколько лет. Когда он должен был беспокоиться за свою жизнь, лидер секты Ван вмешался и защитил его. Как и лидер секты Ван, он был тяжело ранен после того, как столкнулся с рядом грозных врагов в одном из будущих конфликтов секты и оказался на грани смерти. Но каждый раз, когда члены секты считали, что он наконец-то умрет от травмы, лидер секты Ван употреблял лекарственные таблетки из нефритовой бутылки и каким-то чудом выживал. И не только выживал, но и был полон жизненных сил. Это вызвало зависть у других, и они исследовали это детально в истоках медицины. Но, конечно, Ван Цзюэчу никогда не раскрыл тайну, напротив, говорил несвязные вещи, когда его спрашивали об этом. Таким образом, все те, кто хотел узнать его тайну, вернулся с пустыми руками. После того, как Ван Цзюэчу скончался, он оставил после себя лекарственные таблетки под названием гранулы повышенной живучести. К этому времени всего 3 таблетки осталось внутри зеленой бутылки. Эти 3 таблетки вызвали бурю крови и принесли бесконечные беды для потомков Ван Цзюэчу. Тем не менее, это события, которые будут происходить в будущем, поэтому нет смысла обсуждать их прямо сейчас. Что касается нынешнего Ли Фэюя, в руках он держал несколько бутылок и бумагу. Он только что вернулся в свою резиденцию от Чжансюэр и обнаружил несколько предметов, которые неожиданно появились в его доме. Записка, которую оставил Хань Ли, содержащаяся в ней информация, была очень простой. Хань Ли оставил секту Семи Тайн и не сможет вернуться. В записке также отмечалось, что внутри бутылок были пилюли, которые он старательно состряпал. Они смогут продлить срок жизни Ли Фэю, и Хань Ли надеется, что он не отвергнет его дар. На обратной стороне бумаги было изображено улыбающееся лицо Хань Ли рядом с его подписью. Около его улыбающегося лица было поздравление Ли Фэю и Чжансюэр и выражение надежды, что они вскоре женятся и будут иметь много детей. После того, как Ли Фэю оправился от шока, он выбежал из резиденции и устремился вверх на небольшой горный пик, который был близко к его дому. На вершине горы Ли Фэю смотрел в сторону главных ворот секты Семи Тайн, но видел лишь поле зеленого цвета. Он не смог обнаружить ни одного силуэта, но он ждал неподвижно полдня, прежде чем делать огромный вдох. Он дрожал, эмоции отражались на его лице. Он сказал тихим голосом: «Береги себя. Я желаю тебе хорошего пути». Только тогда Ли Фэю медленно спустился с вершины горы. Со спины он выглядел очень уныло. В этот момент конный экипаж рысью бросился в путь, направляясь на восток. Хань Ли и Кривая Душа сидели внутри кареты. Хотя эта 4-колесная коляска не была слишком тесной, Хань Ли доплатил 3 ляна серебра и временно арендовал дополнительный транспорт, так чтобы только 2 из них были в экипаже.
В этом деревянном экипаже были потертости и дыры на поверхности, но интерьер был очень чистым и опрятным. Мало того, 2 лошади, которые тянули повозку, были в расцвете сил. С огромной силой они тянули карету вместе с такой быстротой, что она могла быть сравнима с полетом. Именно потому, что Ханли заметил эти 2 детали, он был готов доплатить 3 серебряных ляна за аренду. Как правило, только 1 таэля серебра достаточно для аренды такого рода перевозок. Водитель был худой, загорелый немолодой простолюдин, который отказался участвовать в разговоре. Ханли начал разговор и спросил, куда идти, тот не сказал лишних слов, но Ханли чувствовал себя удовлетворенным. Рядом с Ханли была кривая душа, которая имела огромный авторитет и маску, чтобы скрыть свое лицо, что делало ее фигуру весьма загадочной. Если водитель был сплетником, то, несомненно, будет много неприятностей. Умная птица с желтым оперением сидела на плече Ханли. Ее глаза были полуприкрыты, как будто она отдыхает. Кривая душа, которая была на сиденье перед Ханли, держал большой пакет. Там находились некоторые вещи, чистая одежда, золото, серебро и бутылки, которые были довольно тяжелыми. Что касается остального, в частности различных мелких предметов доктора Мо, Ханли перенес их на свое тело, боясь, что он потеряет их. Ханли спокойно сидел в вагоне, прислушиваясь к звукам деревянного колеса, когда он повернулся, без колебаний в эмоциях. Нет никаких оснований для него, чтобы чувствовать грусть от оставления секты Семи Тайн. Единственное, что он не мог легко оставить, был его близкий друг Лифэю. Но с осознанием того, что его коллега получил записку и таблетки, которые он сделал, Ханли надеялся, что этого будет достаточно для Лифэюя, чтобы провести вторую половину своей жизни спокойно. Думая об этом, он выпрямился, уперся спиной на мягкие сиденья и задремал. Что касается его назначения, он направлялся в небольшую деревню, из которой он был родом. Хотя он знал, что очень мало надежды, что, когда он откроет глаза, он сможет увидеть лица родных, окружающих его. Он ушел из дома столько лет назад, что их лица давно размылись в его памяти. Таким образом, прежде чем Ханли действительно начнет следующий этап своего путешествия, ему нужно было увидеть членов его семьи в последний раз. Если он этого не сделает, его сердце никогда не будет спокойно. Интересно, что сейчас делает моя младшая сестра. Ей должно уже быть 16 или 17, взрослая девушка. Судя по письмам, которые я получал, кажется, что она была обручена с хорошей семьей и в настоящее время готовится к свадьбе. В руках Ханли возник небольшой рисунок. Владелец этого рисунка всегда был с ним, выкрикивая: «Четвертый брат, самый младший, четвертый брат». Время действительно проходит очень быстро. В этой теплой атмосфере со своими воспоминаниями Ханли уснул. На этот раз он крепко спал и был спокоен, как в те времена, когда он был молод и его родители были рядом с ним, защищая его от опасности. После 5 дней путешествия по желтой земляной дороге Ханли наконец увидел деревню далеко на расстоянии. Там была низкая стена из грязи, ряды рисовых полей и дороги, полные ухабов. Все это когда-то пленило Ханли до такой степени, что он мечтал об этом ежедневно. Теперь это, наконец, предстало перед его глазами. Ханли подавил волнение в сердце. Он позволил водителю остановить карету далеко за пределами села, а кривая душа осталась в вагоне. Тогда Ханли шел в направлении деревни. Чем ближе он подходил, тем быстрее его сердце билось. Ханли не испытывал таких непреодолимых эмоций уже долгое время. Глава 99. Отъезд. Наконец, Ханли вошел в деревню, продвигаясь шаг за шагом. Когда он прошел через вход в деревню, он услышал всплеск радостных звуков из музыкальных инструментов. Странно, ни один человек не мог видеть, как он шел по маленьким улочкам деревни. Сердце Ханли дрогнуло. Пустые улицы и радостные звуки были воспоминаниями из детства, а они не могли быть более знакомы. Это был явно день чьей-то свадьбы. Все в деревне будут праздновать и присоединяться к забаве.
Хань Ли поднял свой дух и медленно разложил духовное сознание. Поступая таким образом, он смог увидеть, что молодые и старые собрались в центре села, как он и ожидал. Однако место, где они собрались, казалось очень знакомым Хань Ли. Это не дом, где он жил. Хань Ли был очень удивлен. Это может быть... Хань Ли растерялся, делая предположение. Он ускорил свой темп, торопливо проходя мимо многих семей. Несколько сотен жителей стояли вокруг земляного двора. Внутри двора было много черепичных крыш домов, которые были в лучшем состоянии, чем близлежащие дома. Большие знамена с праздничными словами висели в каждом дворе. Кроме того, там была небольшая группа инструментальных исполнителей, которая создавала довольно много шума в передней части двора. Там были некоторые жители, кто стоял, кто присел, а кто был невнимателен и просто сидел на земле. Собравшись в группы по 3 и 4, они шептались и иногда вступали в жаркие споры. Некоторые продолжали смотреть на двор с завистью. Кроме того, было много детей радостно, гоняющихся друг за другом под присмотром взрослых. Увидев эту знакомую сцену, Хань Ли отвлекся на некоторое время. В эту долю секунды он как будто вернулся в детство и был с другими детьми, преследуя их, производя много шума. Для чайной церемонии. 4-я дочь в семье Хань действительно счастливица. Я слышала, что муж, государственный чиновник из города, действительно старательный и ученый человек. Действительно. И она будет его законной женой. Она будет иметь статус жены чиновника. Я слышал, что семья Хань предложила пугающе большое приданое, несколько десятков лянов серебра. Они по-настоящему богаты. Шумно судачили деревенские женщины, выведя Хань Ли из ступора. 4-я дочь в семье Хань. Разве это не моя младшая сестра? Может ли это действительно быть днем свадьбы моей сестры? Хань Ли чувствовал прилив смутных эмоций, постоянно бушующих внутри него. Хотя то, что он думал, оставалось загадкой, Хань Ли спрятался за большим соседним деревом, в нескольких шагах, внимательно и решительно глядя на ворота двора. Вдруг кто-то крикнул издалека: «Седан прибыл!» Жених пришел, чтобы получить невесту. Услышав эти слова, жители пришли в восторг, мгновенно превращаясь в кипящий котел голосов. Невеста появилась. Невеста появилась. Быстрее иди и смотри. Голоса даже заглушили вопли детей. Дух Хань Ли дрожал, он истово продолжал смотреть на ворота двора. Скрип. Деревянные ворота во двор открыты. Приехало больше десятка мужчин и женщин, сопровождаемые девушкой, одетой в красное свадебное платье между ними. У этой девушки был острый подбородок, а ее внешний вид был изящный, показывающий, что девушке 16 или 17 лет. В этот момент лицо ее было смущенное. Хань Ли широко открыл глаза и внимательно наблюдали появление этой девушки, пытаясь найти некоторое сходство с сестренкой из его воспоминаний. Помимо ее внешности, и краем глаза он не обнаружил никаких других следов знакомства с ней в былые времена. Остальные детали ее внешности не могут быть связаны с сестренкой из его воспоминаний. Вздох. Девушка меняется 8 раз от детства к женственности. Эти слова действительно имеют смысл. Хань Ли с горячью улыбнулся, а затем обвел взглядом людей на ее стороне. Этот толстый дядя. Я уже могу сказать, кто он с одного взгляда. Он просто такой же толстый, как раньше. Это большое загорелое лицо в стороне, старший брат. А женщина рядом с ним должно быть жена. Рот Хань Ли двигался, пробормоча их имена одно за другим. Это почему-то заставило его немного расслабиться. Когда его взгляд упал на старую седовласую пару, Хань Ли умолк. Не шелохнувшись, он стоял за деревом. Выражение его лица стало чрезвычайно напряженным. Среди этих эмоций было и счастье. Его родители выглядели гораздо старше, чем Хань Ли ожидал. Когда он ушел в горы, он вспомнил, что волосы его матери были и сине-черными. Однако все ее волосы теперь были пепельно-серыми.
Кроме того, его отец прямо сейчас стоял сгорбившись. Хань Ли оставался нем, хотя у него закружилась голова, как шарик из теста. Из-за того, что произошло, он не заметил, что уже светало. К тому времени, как он пришел в себя, его маленькая сестра уже сидела в кресле седана из красного шелка, и ее унесли вдаль. Следом за ними двигался ученый на большой лошади. Хань Ли сосредоточил свое зрение, чтобы взглянуть на седан, который двигался дальше. Он посмотрел на своих родителей в толпе, а затем закрыл глаза. После того, как он запомнил и сохранил изображение его родителей и нескольких родственников в своем сердце, он обернулся. Его лицо выражало непоколебимую решимость, когда он большими шагами шел к выходу из деревни. Хань Ли знал, что если бы он вошел через вход в деревню, он встретил бы этих людей и провел остаток своей жизни здесь. Он четко знал, что с тех пор он приобрел стиль вечной весны и узнал о существовании бессмертной культивации, он прошел этот путь и теперь полностью отличается от простых смертных. Независимо от того, беда будет или счастье, процветание и лишение, он никогда не пожалеет о своем выборе. Глава 100. Город Цзяюань. Эта провинция Лан является 8-й по величине из 13 провинций в государстве Юэ. Несмотря на свои небольшие размеры, она достаточно большая, чтобы быть богатой, уступая в этом только провинции Синь. Она расположена в южном регионе государства Юэ. С плодородной землей, бесчисленными реками, озерами и каналами, проходящими через регион, а также ее постоянной хорошей погодой, провинция очень подходит для выращивания зерна и риса. Таким образом, она стала крупнейшим в государстве производителем зерновых культур. Расположенный в центре провинции Лан был город Цзяюань. Хотя это и не столица провинции Лан, это был, без сомнения, самый крупный город в ней. Великий Лу-канал, который проходил с севера на юг из губернии, проходил через центр города. Кроме того, несколько дорог и водных путей и простирались по городу. В результате транспортная сеть была высоко развита и могла считаться центром водного транспорта, а также там были основные пути торговли и коммерции. Каждый год бесчисленное количество купцов и путешественников прибывали, стимулируя огромный объем торговли в этом месте. Таким образом, тот факт, что город Цзяюань стал крупнейшим городом в провинции, совсем не был странным. В городе Цзяюань было движение всех видов. Пристани и бурлаки были многочисленными и могли быть найдены в любом месте города. Бурлаков, водителей и чернорабочих было так много, как волос на быке. Было несколько десятков тысяч человек, в том числе Сунь-Эрго, которые находились в гавани, чтобы заработать на жизнь. Как и предлагает его имя, Сунь-Эрго имел длинные, раскосые брови и косые глаза. Кроме того, он имел вид развратника, помесь тухлых груш и испорченного мармелада. Однако, поскольку он был искусен в лести и чтении языка тела, он был в состоянии обеспечить себе положение несовершеннолетнего главаря банды. Управляющий нескольких десятков неквалифицированных грузчиков, он зарабатывал на жизнь в гавани, перемещая товары и багаж проезжающих купцов. Именно поэтому многие подчиненные Сунь-Эрго успешно собрались на рассвете и почтительно обратились к нему с «Доброе утро, дедушка и дедушка Эр пришел». Слыша эти приветствия, Сунь-Эрго не мог сдержаться от того, чтобы не быть немного самодовольным. Кроме того, обращение «дедушка» указало, что здесь был кто-то, кто обладал статусом. Следовательно, он сделал высокомерный вид. Наконец, он ответил на приветствие своих подчиненных после того, как вдохнул воздух, сказал: «Кто такой дедушка?» «Эр». «Разве это не должно быть дедушка Эрго?» «Возможно, но здесь находятся только двуногие псы, подражающие человеку». «Ха-ха! Ха-ха!» Взрыв насмешек не мог заглушить слова, которые вошли в уши Эрго. После того, как Сунь-Эрго услышал это, его настроение изменилось за одно мгновение. Он медленно повернул голову и посмотрел на несколько десятков человек на другой стороне причала. Он привел его взгляд к большому, дородному, смуглому мужчине, намек на ненависть промелькнул в его глазах.
Среди всех людей во всем городе Цзяюань Сунь Эргоу ненавидел больше всего этого большого, смуглого человека. Если кто-то скажет ему, что нужно будет использовать богатство всей семьи Сунь Эргоу, чтобы заставить этого большого, смуглого человека исчезнуть с лица земли, Сунь Эргоу может поколебаться, но если бы ему предложили отдать половину богатства, он бы, не раздумывая, согласился. Естественно, это было потому, что он вел жизнь декаданса, так называемого богатства, и его семьи изначально не было много. Никто не знал имени этого темнокожего человека долгое время. Народ в порту либо обращался к нему «Дедушка Черный» или по его прозвищу «Черный медведь». Он был лидером небольшой банды группа Железного Кулака, пока Сунь Эргоу имел аналогичный статус в банде 4-го уровня. В результате эти фракции прибыли в порт для контроля грузчиков соответствующих сторон. Гора не может держать двух тигров, а уж этот тем более. В результате обе банды имели напряженные отношения. После нескольких конфликтов из-за клиентов их отношения стали еще более мерзкими. Когда две банды увидели друг друга, они стали глумиться в презрении и пихать друг друга в сторону, находясь недалеко от полного конфликта. Если подчиненные действовали таким образом, то что говорить о лидерах Сунь Эргоу и Черном Медведе? Эти две фигуры смотрели друг на друга с большой неприязнью. Однако, как молодые лидеры банды, эти двое знали, что группа Железного Кулака и банда 4-го уровня были союзниками. Они объединились, чтобы парировать сравнительно большую ядовитую банду дракона. В результате, хотя оба хотели быть подальше от этого места и монополизировать пристань, они могли только сдерживать себя на данный момент. Тем не менее, они накапливали обиды и ярости друг против друга и выплескивали свои чувства через словесные конфликты со своими подчиненными. Обмен оскорблениями стал обычным явлением, которое происходило каждое утро. По сути, подчиненных Сунь Эргоу даже не ждали, чтобы инициировать конфликт. Много умных, красноречивых подчиненных нанесли ответный удар без тени вежливости. Вы знаете, какое животное самое глупое из всех? Медведи. Какой из медведей самый глупый? Черные медведи, без сомнения. Когда черный медведь изначально услышал от собственных подчиненных про нападки другой стороны, его лицо носило гордое выражение. Однако оно потемнело при этих словах. Сунь Эргоу заулыбался. Довольный, он похлопал по плечам нескольких подчиненных для их дальнейшего поощрения. Подчиненные черного медведя не отставали. На стороне Сунь Эргоу не было вежливых. Много грязных слов полилось с обеих сторон. Все стало по-старому, и ни одна из сторон не опасалась другой. Естественно, конфликт на пристани было неприятно слышать. Люди обменивались пошлостями всех мастей. В качестве лидеров своих группировок Сунь Эргоу и Черный Медведь хладнокровно смотрели друг на друга. Так как они были людьми со статусом, они, естественно, не могли вступать в оскорбительные склоки. Как только обе стороны уже изодрали свои глотки и были готовы замолкнуть, один из подчиненных Сунь Эргоу вскричал в тревоге: «Лодка приближается». Эти слова разбудили около 100 проклятий от подчиненных Черного Медведя, которые все выдохнули от удивления. Они все перестали шуметь и сразу же обратили взгляды в сторону реки. Ведь сияющее белое серебро был гораздо привлекательнее, чем мимолетный словесный восторг. Однако, когда группа Черного Медведя посмотрела в сторону лодки на пристани, они были несколько разочарованы. Это была лишь небольшая плоская лодка. В лучшем случае, там будет только 3-5 купцов-покупателей, которые не принесут в бизнес крупную сумму. В этом нет ничего удивительного, учитывая, что эта пристань была гнилой и маленькой. Кроме того, ее расположение было далеко от города. При таких обстоятельствах это было естественным, что сюда не приходят большие лодки. Однако, в разгар сезона торговли и коммерции, на других пристанях не было пространства для больших катеров, так что купцы были вынуждены высадиться здесь. После этого небольшая лодка остановилась у причала, 2 человека слезли с доски. Один оказался обычным малолеткой примерно 17-18 лет.
Другой был крупным мужчиной, по крайней мере, на 2 головы выше обычного человека. Мальчик носил лазурные одежды, и маленькая желтая птица сидела на плече. Как только он сошел с доски, он огляделся. Он был похож на сельского жителя, который вошел в город в первый раз. Огромный был одет в зеленое платье с накидкой на голове. Его лицо было не видно из-за странной манеры ношения одежды. Огромный человек следовал за малолеткой, отказываясь отставать и на шаг. Основываясь на его внешности, казалось, что он был слугой. Огромный мужчина и мальчик были на самом деле Хань Ли и Кривая Душа. Они путешествовали на дороге в течение 3 последовательных месяцев до прибытия на родину доктора Мо.